Так, народ, всем привет! Решил записать такой ролик о такой неисправности, которая может приключиться, в принципе, с любым лодочным мотором, неважно, китайский там или японский, это не имеет значения. Это когда вы приходите на воду, начинаете запускать двигатель, а он не запускается ни с первого, ни со второго, ни с 10-го раза и вообще не подает никаких признаков жизни. В первую очередь нужно найти провода, которые идут от чеки безопасности, от кнопки стоп в корпусе мотора, и их отсоединить. Потому что очень часто бывает, эта кнопка залипает. Вот у меня была ситуация, когда кнопка чека вот я хранил в таком положении, и просто-напросто год мотор стоял без движения примерно, и вот эта кнопка просто там залипла. Соответственно, там пружинка, и она потеряла свою эластичность и просто-напросто замыкала контакты даже при вставленной чеке. Вот, поэтому мотору лучше хранить со вставленной чекой, чтобы пружинка не зажимала. Вот, я просто-напросто разобрал и подложил под резиновую пружинку там кусочек пеноплекса такого, и все, и стало все работать. А так, даже со вставленной чекой мотор просто не запускался. Соответственно, что я сделал? Я снял колпак, и по проводам нашел провод, который отвечает за эту кнопку. После того, как я рассоединил контакты, мотор запустился. В чем была проблема? Соответственно, посмотреть вот здесь контакты, которые идут на кнопку, и их рассоединить. И если проблема в кнопке, то мотор запустится даже со снятой чекой, если отсоединить контакты вот эти. Ну вот они у меня здесь вот. Сейчас не буду разбирать. Вот, просто можно по проводам посмотреть, куда они идут. Вот он идет. Вот здесь контакты, кнопки стоп. Вот. Поэтому кнопка проверяется очень легко. Так, то есть вывод какой просится? Соответственно, лодочный мотор лучше хранить со вставленной чекой. Хотя все двигатели продаются, как правило, со снятой чекой безопасности. Но я для себя сделал вывод, что чека, при хранении чека должна быть пристегнута. Вот в таком положении. Так, все, всем спасибо за внимание. Такой коротенький ролик, вот просто поделился опытом.